Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня мы с вами выполним сережки из бисера и бусин. Я сделала в белом и бирюзовом цвете и в сером одну. А на второй серой я покажу, как их выполнять. Сережки выполняются легко и быстро, и поэтому занимают немного времени, но получаете много удовольствия от проделанной работы. Так что, если вам понравилось, присоединяйтесь. Для выполнения этих сережек я взяла для белых бисер чешский и бусины вот такие, смотрите, продолговатые. Для бирюзовых я брала бисер чешский и вот такие бусинки на 4 миллиметра для отделки. И для серого или стального цвета я взяла вот такие бусины, смотрите. Я думаю, здесь где-то 6 миллиметров. Они хорошо смотрятся с бисером этого цвета. Так что, если вам понравилось, приступим к выполнению этих сережек. Берем ниточку длиной метр 20. На каждый конец нити одеваем иглу. Берем одну бисеринку и протягиваем ее к серединке нашей нити. Теперь обе иглы мы проводим через бусину. Одна и вторая. И также ее подтягиваем к нашей бусинке. Смотрите, получился край какой красивый. Теперь на одну иглу одеваем 4 бисерины. 4 бисерины. И второй иголочкой, смотрите, мы берем и проходим через эти бисерины. Вот эта игла, вот так она идет. И этой мы проходим, как бы делая перекресток, но уже не в одной, а в 4. И подтягиваем это все к нашей бусинке. Теперь опять берем, на любую иголочку, 4 бисеринки. И снова второй иголочкой проходим в них. То есть игла иголочка смотрит на иголочку, видите? И тоже проходим через них, через 4 бисеринки. И подтягиваем это все снова. И посмотрите, у нас получается вот такой цветочек. Видите? Один напротив другого. И дальше мы будем также набирать. Теперь уже на одну иголочку мы набираем 6 бисеринок. И вторую идем навстречу, проходим через них. Второй ряд у нас получается, вот так подтягиваем, и у нас получается ряд лежит на ряде. И опять 6 бисерин берем. И также мы берем иголочку и проводим через эти 6 бисерин. Подтягиваем. Вот первый набор ложит один виток спирали, а второй набор такого же количества бисерин ложит вторую навстречу дугу. Теперь набираем 8 бисеринок и также проходим иголочкой через них. И подтягиваем
это все к нашему плетению. Еще раз набрали 8 бисерин и также проходим иголочкой сквозь них в обратном направлении. Иголочка идет от иголочки и подтягиваем это все к бусинке. Вот видите уже, как получается красиво у нас ложится бисер. Дальше мы набираем на иголочку 10 бисеринок и также проходим иголочкой через 10 бисерин. И второй раз 10 бисерин я набираю для того, чтобы лепесточек один лежал напротив другого и был завершен круг. И провожу иголочку, подтягиваю это все к нашей бусинке. Вот у нас получилась половина сережки. Для того, чтобы завершать сережку, можно переходить делать по 8. Но я сделала 2 круга по 10. Поэтому я еще раз наберу 10. Один будет и 10 второй напротив. И дальше пойду брать 8, 8, 6, 6, 4, 4. Мы ложили каждый виток нашей спирали в убывающем порядке и заканчивая нашу сережку. Вот у нас было, смотрите, 10, 10, 8, 6 и в конце 4, как я и раньше сказала. Теперь нам нужно прикрепить швензу. Мы берем 2 бисеринки, 2, проводим также через них навстречу иголочку. Это будет как основание для петельки ушка сережки. Проводим их. Теперь я набираю 2 бисеринки, ушко и 2. И также вторую иглу провожу через наш весь этот набор бисерин и швензочки. Вот подтягиваем мы наш наборчик к нашей сережке. Вот подтянули, и у нас получается петелька маленькая. Кому понравится, можно набирать по 3. Ну, я решила по 2 взять. И теперь каждой иглой проходим в 2 эти бисеринки, которые мы набирали после набора спиральки из 4. Вот, и закрепляем эту сережку. И теперь, если есть желание, можно иголочкой пройтись по каждому ряду. Она будет немного плотнее. А если нет, все нормально. Просто выходим куда-нибудь в бок или в любую бисеринку, делаем узелочек и обрезаем ниточки. И сережечка у нас готова. И вот вторая сережка у нас готова. Так что и эта парочка у нас уже закончена. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и я вас жду в новом видео.